Что объединяет Носферату, Владислава из «Реальных упырей», Листата из «Интервью с вампиром» и Алукарда из одноименной манги? У них у всех один реальный прототип. И это не граф Дракула, а Петр Благоевич, простой сербский крестьянин XVIII века. А началось все с того, что после своей смерти он неправильно разлагался. Петр Благоевич – упырь, с которого все началось. Сейчас вампир – самый распространенный мифический персонаж в поп-культуре. Громкие фильмы выходят до сих пор. Ну, например, «Ренфилд» с Николасом Кейджем в 2023 и ремейк «Носферату» с Уильямом Дефо в 2024. «Носферату» — это вообще уникальный случай, когда нашим современникам оказался интересен черно-белый фильм столетней давности. А в целом об одном только Дракуле вышло более 270 фильмов. Но изначально вампир был лишь локальной легендой восточных славян и балканских народов. Международный интерес к явлению пробудил случай Петра Благоевича. В молодости Благоевич был гайдуком, то есть боролся против османского владычества. А потом вышел на покой и стал простым пахарем в сербском селе. В 1725-м Благоевич умер, а в деревне начали происходить жуткие вещи. Вскоре умерли 10 его односельчан, и все они перед смертью сообщили, что им являлся покойный Петр, ложился на грудь и душил. Оставшиеся крестьяне были в таком ужасе, что планировали все бросить и бежать из своей деревни. Всего за несколько лет до этого Сербия перешла от Османской империи к империи Габсбургов, и за этими землями был учрежден особый контроль. В Киселево отправился австрийский военный чиновник Эрнст Фромбольд. Вместе с местным священником он должен был по всей форме эксгумировать тело Благоевича. Но вскрытие показало ужасающую картину. Лицо Петра было румяным, тело полнее, чем при жизни, на лице обнажились клыки, а ногти и волосы выросли. Фромбольд пишет: «Во рту его я не без удивления заметил некоторое количество свежей крови, каковую, по общему показанию, он высосал из убитых. Сердце упыря проткнули колом, после чего он издал вздох». Цитата из судебно-медицинского заключения. Из ушей и рта упыря не только вытекло много свежей крови, но и случились иные дикие знаки, каковые из высокого уважения я опускаю. Ну, видимо, имеется в виду эрекция, которую деревенский священник и императорский эмиссар обнаружили у трупа. Сейчас мы понимаем, что признаки разложения зависят от стадии и погодных условий. Раздувшееся от газов тело может казаться полнее. Те же газы заставляют кровь прилить к коже, делая ее румяной. Они же издают звуки, когда тело протыкают колом, особенно если воздух вышел через дыхательные пути. Но тогда этого не знали, и к тому же событие наложилось на местные легенды об упыре. Именно тогда Фромбольд услышал от крестьян слово «упырь», однако исказил его в докладе, так оно превратилось в «вампир». Отчет военного чиновника попал в большую австрийскую газету и стал сенсацией. Ну еще бы. Экзотическая история о недавно завоеванных землях. Лютеранский пастор Михаэль Ранфт, вдохновившись инцидентом, написал трактат с интригующим названием «О жующих мертвецах в могилах». Его идеи подхватил французский богослов Агюстен Кальме, а с Кальме начал полемизировать сам Вольтер. В Сербии после этого всего началась вампирская истерия. Крестьяне массово раскапывали могилы односельчан в поисках упырей. Имперской администрации пришлось срочно разбираться с проблемой. Ситуация была настолько острой, что императрица Мария Терезия отправила расследовать это дело своего личного врача. И тот пришел к выводу, что никаких вампиров не существует. Императрица издала закон, запрещающий вскрытие могил. Истерии был положен конец. Но вампир уже успел стать частью общеевропейской культуры, политической проблемой, героем книг и объектом философских диспутов. Демонические существа, пьющие кровь, присутствуют в фольклоре столько же, сколько существует цивилизация. Они были известны шумерам как Утуку и Идиму. Ассирийцы верили в демоницу Лилит, которая соблазняет молодых мужчин и пьет их кровь. Арабы верили, что в заброшенных склепах, развалинах и могилах обитают гули, пожиратели трупов, чья кровожадность упоминается в сказках «Тысячу и одной ночи». Древние греки считали, что богиня ночи и колдовства Геката держит в своей свите двух кровососов. Первый из них – демоница Импуса со слиными ногами, которая пьет кровь из спящих мужчин. Второй – Мармо,
пьющий кровь из непослушных детей. Вера в него дожила, кстати, до наших дней. Римляне опасались птицеподобного демона Стрикса, который похож на сову и питается человеческой плотью и кровью. Свои вампиры есть у ацтеков, китайцев, ирландцев и множества других народов. Но в современном виде вампир происходит именно из славянских легенд. Жители Балкан, Юга России, Белоруссии и Украины верили в то, что Земля может просто не принять некоторых умерших. Их называли «заложные покойники». К ним относились самоубийцы, преступники, неотпетые, а также умершие неестественной смертью. Например, люди, которые замерзли насмерть в лесу или на дороге. Таких мертвецов хоронили на перекрестках, на границах полей, в общем, в пограничных местах за церковной оградой. К заложенным покойникам относились и умершие колдуны. После смерти они могли вставать из могил, чтобы пить кровь односельчан. Кроме этого, упыри вызывали катаклизмы, прежде всего град и засуху, падеж скота и разные болезни. Впрочем, Брэм Стокер, создатель Дракулы, взял за основу не славянские, а румынские поверья. Как он сам указывает в Дракуле, все существующие на свете суеверия сосредоточились в подкове Карпатских гор, как будто эта местность – эпицентр некоего водоворота фантазии. Румынские вампиры и правда удивительны. Их множество видов, но основных всего два – стригои и стрыги. Стригой – живой упырь. Ими не становятся, ими рождаются. Это либо дитя инцеста, либо ребенок, зачатый во время больших церковных праздников. Считалось, что если женщина выйдет во время беременности ночью на улицу с непокрытой головой или выпьет оскверненной воды, то ее ребенок станет стригоем. Младенец, рано отлученный от груди, или седьмой сын, тоже обречен стать стригоем. Такая же история с детьми, рожденными в лесу или проклятыми повитухой. Худоба, рыжие волосы, плешь и спрятанный маленький хвост могут выдать стригоев. Считалось, что они умеют превращаться в зверей, причем не в летучую мышь, а в кошку или собаку, в быков, петухов и даже в тараканов. Есть забавное поверье. Стригои любят устраивать драки друг с другом за старшинство. Человек тоже может принять участие в этом сражении и даже выиграть. Для этого он должен применить хитрость – прийти на драку с саблей. Стрыга – это мертвый вампир. Им может стать покойник, над которым пробежало животное – кошка, собака, курица или мышь. Еще стрыгами становятся младенцы, которые умерли некрещенными или рожденные тайком и закопанные за церковной оградой. Они выбираются из могил в полночь и бродят по округе, иногда таская за собой собственный гроб. Как и славянские упыри, они разносят холеру и портят скот. Придя к своему бывшему дому, стрыга сначала высасывает из окон души домочадцев, а затем входит внутрь и выпивает их кровь, после чего съедает сердца. Тела румынских неупокоенных мертвецов не разлагаются. Например, одна румынская байка красочно описывает, как односельчане откапывают такого старика, а он сидит по-турецки, весь красный и довольный, потому что сожрал почти всю свою родню. Для того, чтобы спасти мертвеца от участи стрыги, использовали множество способов. Например, затыкали покойнику ноздри и уши, а потом заклеивали веки, чтобы он не видел и не слышал дьявола. Часто умершего крепко связывали и втыкали в сердце спицу. Если покойный был на плохом счету в деревне, могли отрубить голову и положить ее в ноги. Чисто на всякий случай. Румыны оказались настолько изобретательными людьми, что придумали собственный Хогвартс для вампиров. В романе «Дракула» Стокер упоминает некую школу магии под названием Шаламанса, расположенную в горах над Германштадтским озером. Ей управляет сам дьявол, который забирает себе каждого 10-го ученика. Граф Дракула тоже учился в этой школе, и не было такой науки в его время, которую он бы не превзошел. Выпускники Шаламансы – Соломонары, колдуны из румынских поверий, которые обладают огромной магической силой. Они летают на ручных драконах, управляют погодой, общаются с духами природы, знают языки зверей и птиц и читают древние книги. При этом отношение к ним противоречивое. Они не столько злые, сколько хаотичные. Соломонары могут наслать, а могут и отвадить град. Живут по своим неведомым законам, чураются богатства и больше похожи на монашеский орден. Хотя есть и отчетливо злой аспект. Если не провести над умершим Соломонаром надлежащего обряда, он станет стрыгой. После всего сказанного может показаться, что путь от Петра Благоевича до привычного нам Дракулы был долгим.
Но на удивление это не так. История о вампире попала на питательную почву романтизма. Уже в XVIII веке Гёте пишет стихотворение «Каринская невеста», в котором вампирская тема переплетается с любовной. А в начале XIX сам лорд Байрон становится прообразом нового вампира, аристократичного и исполненного мрачного эгоизма. Любопытно, что новый литературный монстр родился в тот же день и в той же компании, что и чудовище Франкенштейна. В 1816 году, известном как «Год без лета». Байрон и его несколько друзей отдыхали на вилле в Швейцарии. Погода была ужасной, и лорд предложил каждому написать мистическую историю. Мэри Шелли в тот день начала создание романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». А сам Байрон придумал сюжет вампирской новеллы. Идею он в итоге забросил, а вот его личный врач Джон Полидори запомнил и спустя 3 года опубликовал повесть «Вампир». Ее герой был настоящим байроническим персонажем и предтечей всей романтической нежити. Роман «Дракула» Брэма Стокера вышел 78 лет спустя и окончательно закрепил образ вампира как аристократа, хранящего ужасающий секрет и стоящего выше смертных. Стокер использовал и другой ключевой элемент, изобретенный не им – сексуализацию вампира. Незадолго до этого вышла готическая повесть «Кармилла», в которой женщина-вамп соблазняет молодую дворянку. С этого момента вампиры стали олицетворением необузданной жажды власти и похоти, а заодно и декаданса. По сути, эти создания стали идеальным олицетворением мрачных импульсов европейской аристократии. Этим они и притягивали читающую публику. Метафора о кровососах во власти может показаться слишком прямой. Вольтер говорил о том, что спекулянты и биржевые игроки по сути вампиры. Маркс писал о вампирской сущности капитализма. Но образ вампира развивался вместе с обществом, отражая дух времени. Например, в «Дракуле» 1931 года Белла Лугоши кусал только женские шеи. Сценаристы интуитивно понимали сексуальный подтекст и хотели подчеркнуть его. Позже вампир пережил разные постмодернистские метаморфозы. Появился чернокожий Блэкула, всевозможные пародии появились, например, «Реальные упыри». Триллеры сменились любовными драмами, от «Сумерек» до фильма «Выживут только любовники» Джармуша. В романе Пелевина «Empire V» вампир вообще является продуктом симбиоза человека и подселившегося к нему инородного языка. С его помощью носитель получает суперспособность повелевать гламуром и дискурсом. Характер эпохи можно понять по тому, как вампиров изображают в том или ином десятилетии. Тем интереснее будет увидеть ремейк «Носферату». Надо сказать, Стокеру очень повезло с прототипом Дракулы. Валашский правитель Влад Цепиш не зря получил прозвище «Колосажатель». Он был жестоким и мстительным правителем, славился изуверскими казнями и был рыцарем так называемого Ордена Дракона. Вообще-то это был просто рыцарский орден, но для английского писателя все это выглядело как восточная экзотика и дикарская сказка. Особенно учитывая, что он узнал о Цепише от эксцентричного венгерского востоковеда Арминия Вамбери, который был секретным агентом британской разведки. Дальше еще лучше. Цепиш страдал от гемаларгии, болезни, которая вызывает в прямом смысле кровавые слезы. Такой персонаж, настоящая находка. Хотя в действительности Дракула не слишком выделялся среди балканских правителей тех лет. Или, как этот персонаж говорит в «Реальных упырях», «житие у нас тогда тяжкое было». Граф Дракула не дотягивает по уровню садизма до реальных вампиров, серийных убийц 20 века, которые пили кровь своих жертв. Например, Ричард Чейз из Штатов считал, что болен и что сможет излечиться только если будет пить человеческую кровь и есть свежие внутренности животных, как Ренфилд из «Дракулы». А немец Фриц Харман вообще работал секретным сотрудником полиции и пользовался служебным положением, чтобы находить жертв. Он селил их у себя, а когда они теряли бдительность, перегрызал им горло, убив таким образом 27 человек. Причем в обоих случаях у преступлений был изощренный сексуальный подтекст. Когда-то с помощью легенд о вампирах человечество смогло приручить свою коллективную тень. Познакомиться с ней, сублимировать ее и даже сделать ее человечной. Ведь современные фильмы о вампирах – это сплошь драмы о человеческих чувствах, или комедии. Но иногда тень прорывается снова. Стокер писал о Дракуле. Вампир, живущий среди нас, силен как 20 человек. Ему помогает некромантия. Он жесток и даже более чем жесток. Он сам дьявол. И сердца у него нет. Но, кажется, он имел в виду зверя внутри нас. Человечество
все еще не победила графа Дракулу в себе.